В своей торговле я использую исключительно уровни. И вы дальше потом 100%, если вы начинающий, 100% будете слышать, что уровни не работают, что вот сейчас smart money, там туда-сюда. Но как же я тогда на этом зарабатываю? И как на этом зарабатывают огромное количество моих студентов? Ну, просто мы умеем правильно строить уровни, но это никакая не проблема, потому что сегодня вы научитесь строить правильно уровни. Но если вы смотрите меня впервые, меня зовут Артем Звездин, самый квалифицированный инвестор, аттестованный Банком России, включен в реестр квал-инвесторов, естественно. На бирже торгую с 2008 года, у меня есть онлайн-школа, в которой вы можете обучиться. Ну и за счет того, что я знаю, что такое риск и money management, ни разу не терял депозиты, и этим прославился в этих ваших интернетах. Систематически даю комментарии в средствах массовой информации, рассказываю про экономику, про политику, про рынки, как их стоит торговать. И на этом канале объясняю, как торговать на бирже. Когда я только начинал, я пытался найти уровень, который будет вот работать 100%. Я искал какие-то уровни маркетмейкера, какие-то уровни загрузки-выгрузки крупных денег. Потом я стал искать какие-то банковские уровни. Потом уровни центрального банка стал. Это просто какой-то дурдом. Сейчас вы делаете то же самое. Я 100% уверен, что вы уже встречали какие-то уровни банковские, уровни маркетмейкера, уровни крупных игроков. Это все не ново на самом деле. Я это все в свое время проходил. И вы от этого очень быстро избавитесь после этой лекции. Потом я понял одну простую вещь. Ну окей, а что же нужно крупному игроку? Я задавал себе постоянно этот вопрос. Ему нужна ликвидность, ему нужны деньги, потому что он не может быстро зайти и выйти из позиции. И соответственно, что я понял? Что крупным участникам рынка нужны деньги. Где крупный участник рынка будет искать деньги? Разумеется, там, где будут находиться мелкие участники рынка. А как торгуют мелкие участники рынка? Они торгуют понятные, простые, обычные вещи, которые торгуют полностью все. А все люди и финансовые участники торгуют уровни, понятные и очевидные. И здесь мы переходим к первой фабуле. Уровни работают только такие, которые понятны и очевидны. Потому что именно здесь будут находиться капиталы. И с одной стороны мелкие участники рынка будут пытаться там продать, купить, сделать что-то. А с другой стороны будут находиться крупные участники, которые будут эту ликвидность собирать вот здесь, на этих самых понятных и очевидных уровнях. Когда я это понял, у меня уровни стали совершенно по-другому работать. Но все равно я не получал ответа, а почему же это работает? То есть, понятен этот процесс. То есть, технически я понимал, что, да, это что-то тут, а я не понимал процесс, не понимал внутренности. И это просто тянуло меня назад постоянно. Я пытался как-то на этом торговать, но меня постоянно тянуло, потому что, я такой, видимо, человек. Мне нужно узнать все досконально. Потом мне подсказали. Вот говорят, допустим, мы видим, что цена подошла к определенному значению. Например, там 10-10. И отскакивает от этого значения несколько раз. Что это означает? Это означает, что на этом значении находится лимитная плотность. Здесь, если вы, наверное, начинающий и не знаете, что такое механика рынка, вам будет сложновато. Но, тем не менее, вот здесь будет вебинар, посвященный механике рынка. Вы будете понимать, что такое лимитная плотность. Условно говоря, заявки крупного участника. Заявки крупного участника мешают цене идти дальше и приводят к развороту, из-за чего образуются так называемые экстремумы, минимумы и максимумы. И по экстремумам, сформированным отскоком, мы строим ценовые уровни. Так мне это объяснили. И я понял одну простую вещь. Предположим, у меня растет рынок. Спрашивал я себя. Окей, он доходит и формирует уровень. Это же происходит не просто так. У нас здесь рынок летит. Это же не просто так происходит. Значит, участники рынка покупают. И каждый раз, когда цена растет, естественно, участники рынка заходят. Я и по себе чувствовал. Если я вижу, что рынок улетает, естественно, прям ломки, чтобы не зайти в эту позицию, прям ломает, нужно покупать. А тут он внезапно бац и начинает разворачиваться. А почему такое происходит? Потому что здесь, как потом я понял, находится большая лимитная заявка продавца. Рынок не может ее сразу сожрать. И начинает на нее реагировать. Он раз подошел, улетел от нее, второй раз подошел, улетел от нее, третий раз подошел и так далее. И теперь я стал понимать, что уровни — это не просто черточка на графике. Это место, где есть капиталы. Это место, где находятся большие заявки крупных участников, которые влияют действительно на рынок, которые манипулируют рынком, которые толкают рынок и которые создают этот самый рынок.
Мы, мелкие трейдеры с нашими счетами там до 10-20 миллионов, мы не можем ничего сделать. У нас маленькие счета. Но крупные дядьки, у которых по 20, по 30 там, миллиардов, грубо говоря, они могут влиять. Они, разумеется, выставляют большие свои заявки. Представьте, что Сбер пришел и поставил здесь заявку на продажу. Ни одного капитала не хватит, чтобы сожрать ее. Поэтому рынок здесь и отпрыгивает. И это видно на графике, где работают уровни. Этот вопрос я постоянно себе задавал, и я понял очень просто. На том таймфрейме, на котором вы построили уровень не будет работать, но есть нюанс. Уровни могут работать от большего к меньшему. Например, построили уровень на дневном графике. Это означает, что этот же уровень сможет работать на 4 часах, на часовике, на 5-минутке и так далее. Но если вы построили уровень на 5-минутке, вероятность того, что он сработает на часовике, невелика. Вероятность того, что этот уровень сработает на 4 часах, еще меньше. Вероятность того, что это сработает на дневке, крайне мала. Алгоритм, как построить уровень. Первое. Необходимо открыть график того таймфрейма, на котором собираетесь, собственно говоря, смотреть. Либо таймфрейма повыше. Например, торгуете 5-минутку, открыли часовик. Это будет работать. Второе. Найти место сильного резкого взлета или, наоборот, резкого серьезного штопорного падения. Чем больше был взлет или чем больше было падение, тем лучше. В идеале, если это повлекло за собой изменение рынка. Например, рынок шел наверх, потом произошел пробой вниз, и рынок после этого стал двигаться вниз. Это самый идеальный уровень. Вот это уровень самый идеальный, он будет очень хорошо работать. То же самое зеркально наоборот. Например, рынок шел вниз, пробил последний максимум и стал идти наверх. В месте резкого падения либо резкого взлета нам необходимо найти место концентрации ударов. Например, у нас есть движение, и каким-то образом здесь идут свечки. И вот нам нужно найти место, где свечки ударялись гораздо больше. Например, вот здесь вот было несколько отскоков. Например, здесь был отскок, здесь был отскок, здесь был отскок. Соответственно, чем больше отскоков, тем лучше. Я думаю, вы понимаете, почему так. Для меня вначале это было загадкой. Я потом только понял, почему так работает. Потому что когда рынок резко падает вниз, например, или резко возрастает со сломом структуры, с переменом потом последующим рынка, это все очень дорогие процессы. То есть рынок, когда разворачивается в противоположную сторону, это стоит очень дорого. Это очень дорого стоит. У нас с вами не будет такого количества денег. Это есть только у крупного капитала. Если здесь был крупный капитал, с большой вероятностью он появится и в будущем. С одной стороны, либо здесь будут лимиты этого крупного капитала, который до сих пор находится в рынке. Например, рынок движется, крупный капитал поставил большую заявку на 100 миллионов. Рынок не смог ее сожрать, улетел вниз. Через некоторое время снова возвращается, а здесь до сих пор эта заявка. Например, из 100 миллионов осталось 90 миллионов. Рынок снова не сможет ее сожрать и снова уйдет вниз. Или, например, здесь будут подключаться уже реагирующие трейдеры, которые видели, что цена от этой области очень сильно неплохо падала. И точно так же здесь будут усиленно продавать. Я открыл здесь таймфрейм 1 час, график биткоина. Это может быть любой инструмент, любой таймфрейм. Мне необходимо место, где рынок резко улетел. Вот это место. Основание этого места, то есть начало волны с пробоем. Вот рынок у нас находился в боковике, после этого начинается рост. Вот это место основания этой волны является мощным уровнем. Далее, место остановки этой волны тоже является мощным уровнем. Теперь обратите внимание. Я его поставил вот сюда. То есть место концентрации ударов. Вот у меня был удар. Вот. Здесь у меня был удар. То есть я не ставлю по шпильке или так далее. Я ставлю в месте концентрации ударов. Потом я узнал, что можно ставить и по шпилькам. Есть отдельный вид, собственно говоря, построения уровней по определенным шипам, корнерам и так далее. Это не тема нашего сегодняшнего видео. Это очень сложно на самом деле. Но задайте себе этим вопросом, на заметку поставьте, пусть это будет ваше домашнее задание. И посмотрим, как потом в будущем рынок на это реагировал. Видите, происходит реакция на уровень. Здесь происходит реакция на уровень. Это все не случайно, это закономерный результат. То, что рынок пляшет потом от этого уровня, это закономерно. Это не просто так, потому что подгадал там историю или еще что-то в этом духе. Это закономерно.
И здесь реакция на рынок, обратите внимание, даже рынок пробивает этот уровень и дает реакцию четко в этот уровень. Это закономерно. После того, как рынок пробивает уровень, его необходимо корректировать. Каждый раз мы корректируем уровни, так чтобы они соответствовали, соответственно, тем данным, тем новым котировкам, которые в рынках есть. Обратите внимание, как в будущем рынок делает новый максимум, движение сюда, и происходит шпилька четко в этот уровень. Четко, копейка в копейку, который мы здесь поставили. Опять-таки, это закономерно, это не то, что так случайно произошло, это закономерный процесс. Теперь мы видим, что рынок не дошел до нашего уровня, до сюда. Уровень необходимо подтянуть, поставить его чуть пониже. И таким образом обратим внимание, что в следующий раз рынок тоже дает реакцию на этот уровень. И опять-таки это тоже вполне закономерно. И здесь происходит реакция на этот уровень, что тоже вполне закономерно. Это один из методов построить уровни. Если для вас это сложно, тогда давайте будем делать следующую. Это один из методов построить уровень. Если для вас это сложно, можете сделать следующим образом. Перейдите на таймфрейм повыше. Далее, обратите внимание на ту волну, в которой вы сейчас находитесь. Ну, здесь нетрудно догадаться, что мы еще находимся как бы внутри вот этой волны. Верх и низ этой волны будет уровнем. И это означает, что мы будем ждать реакцию у нижнего уровня или у верхнего. Когда я научился строить уровни, у меня был вопрос, а как же, собственно говоря, торговать от этих уровней? И на самом деле я всего лишь нашел здесь два варианта. Первое – это торговля в разворот. Цена подходит к уровню и разворачивается. Мы заходим в сделку на отбой. И второе – это торговля на продолжение. То есть мы дожидаемся пробоя уровня, ретеста с обратной стороны, отката то бишь, и заходим в сторону пробоя. Вот один из примеров. Рынок у нас движется. Схематично это выглядит следующим образом. Рынок у нас движется вниз, доходит до уровня. Я напоминаю, что на уровне у нас находится лимитная плотность крупных участников. После этого мы видим здесь появление сигнала, о нем чуть-чуть попозже, и можем торговать на разворот. То есть, грубо говоря, где-то вот здесь можем зайти в покупку. Торговля в продолжение схематично выглядит следующим образом. Пробой уровня, откат к нему и сигнал. В современных условиях раньше мы ждали пробой и откат четко в уровень, а сейчас мы уже ждем просто вот в эту область, в область пробоя. То есть откат может быть и вот таким, то есть не доходя до уровня, это нормально. Важно, чтобы здесь появился сигнал, о нем позже. Какое должно быть количество уровней? Золотое правило постановки уровней: уровней не должно быть слишком много. Будете ставить слишком много уровней, в них запутаетесь гарантированно. Я с этим сталкивался в свое время, и у меня это вызывало огромную проблему. Вы себе даже не представляете, какую. Но я надеюсь, вы не повторите мою ошибку, хотя очень часто у начинающих я вижу, как они торгуют с использованием огромного количества уровней. В идеале уровни должны стоять так, чтобы вы могли взять сделку от одного уровня и продержать ее до следующего. При этом имея идеальное соотношение, хорошее соотношение риска к прибыли. Грубо говоря, стоп-приказ $1, при этом есть возможность заработка до следующего уровня $3. При этом эти уровни вы не должны строить просто для галочки, они должны действительно там присутствовать. Вы не должны подгонять историю, подгонять уровни под вашу торговлю. Помним, что мы всегда торгуем рынок. Поскольку в рынках все взаимосвязано, и в трейдинге все взаимосвязано, чтобы прям идеально строить уровни, вам нужно высчитать ETR и понимать, что это вообще такое. Если вы не понимаете, что это такое, вот здесь вот ссылка, она приведет вас на мою лекцию, посвященную ATR. Посмотрите ее, будете понимать. Эта тема не такая сложная, просто нужно набраться терпения и ее изучить. Ну и также правильно выставлять стоп-приказы. Здесь уже, конечно, риск-менеджмент. Обратите внимание, вот здесь указан пример, как делать не нужно. Не нужно выстраивать большое количество уровней. Пусть их будет меньше, зато они будут качественней. В идеале это, ну вот в этом участке здесь в идеале построить вот здесь уровень, вот здесь и вот здесь. Все, этого будет более чем достаточно. Причем даже это я многовато указал. Я понимаю, что вам хочется торговать, что вы только пришли на рынок. Поверьте, когда я только приходил, мне прям хотелось торговать запойно. Но в целом вам ценность трейдинга не в том, что вы делаете сделку, а ценность трейдинга в вашей торговле в том, что вы ее делаете правильно, чтобы вы правильно на этом зарабатывали. Иначе у вас будет с этим целая головная боль. Как я уже упомянул,
В рынках все взаимосвязано, и поэтому в идеале, чтобы вы знали, что такое АТР. У нас есть понимание в рынке, что есть некий средний ход. Допустим, известно, что каждая бычья волна движется. Как я уже упомянул, в рынках есть АТР, поэтому, торгуя уровни, вам нужно его учитывать. У меня была большая проблема с торговлей уровней, пока я не узнал, что такое АТР, и не понял его. Вы посмотрите вебинар, я сделал на него ссылку и в комментариях вам оставлю, чтобы вы понимали, как это работает. Но забегая вперед, скажу, что дело на самом деле несложное. Есть в рынках запас хода. Предположим, у вас каждый раз рынок растет. Зная величину бычьих волн, например, вы сможете узнать среднее арифметическое. И, соответственно, если рынок пришел к уровню, в этот момент преодолев уже практически АТР, у вас движения дальше наверх не будет. У вас, скорее всего, рынок развернется. Вы можете это проверить на своем графике, то есть открыть график и посчитать размер волн. Не надо считать полностью все волны. Вот давайте прямо сейчас при вас я сделаю. Просто посчитайте ближайшие. Например, вот я даже не знаю, что это за инструмент Micro Bitcoin Futures. Если мы здесь посмотрим, вот это движение 3000 пунктов бычья. Здесь 3000 движения. Здесь 2. Здесь от хая до лоя считается 3000. Обратите внимание, что в среднем бычьи волны длятся плюс-минус где-то 2800-3000. Это означает, что если сейчас рынок сделает снова рывок на 3000 пунктов, и, например, тут появится уровень, а он здесь и есть, собственно говоря, вот у нас здесь есть уровень, вот у нас есть уровень. Если сейчас рынок сделает рывок сюда, снова бычьего, грубо говоря, волны, я не буду ждать движения дальше наверх, чтобы он здесь не нарисовал. Единственный вариант, когда рынок здесь сможет, в этом условии, сможет сделать мне движение, которое мне бы хотелось, только если рынок сделает сюда рывок, где-то здесь попилит, потом еще один рывок, то есть у меня будет запас АТР, да? Тогда я смогу сказать, что рынок пойдет дальше наверх. Ну, либо рынок выйдет за пределы этого АТР, но для этого должны быть соответствующие специфические условия. То есть вот так это выглядит на схеме. Рынок должен иметь запас АТР, когда он пробивает. Если к моменту пробоя уже он исчерпан и происходит небольшой откат в виде 2-3 свечек, движения наверх не будет. Это важный момент. Если вы конспектируете, пожалуйста, это укажите, либо сделайте фотографию, это важно, потому что основные ошибки, которые вы будете делать с торговлей уровнями, именно подобный подход. Вы увидели пробой, увидели пару свечек за пробоем, и все, думаете, что сейчас развернется. Нет, пробой должен быть прям хороший, вы должны увидеть как минимум половина волны должно пробить уровень, и для этого вам потребуется АТР. Кроме АТР, конечно, мы будем обращать внимание и на трендовое движение, если мы собираемся торговать рынки. Даже если вы видите четкий сигнал от уровня, вполне вероятно, что он не сработает, если вы заходите против тренда. Поэтому я говорю, что в рынке все очень взаимосвязано. Вот здесь оставлю ссылку, которая приведет вас на вебинар, посвященный трендовым движениям. Все находится бесплатно, но нужно посмотреть, нужно время, чтобы это все освоить. Освойте, не переживайте. Трендовые сделки всегда намного выгоднее, это понятное дело, но можно заходить и в контртренд, главное считать короткие цели. Здесь АТР вам, конечно, поможет. Без АТР делать нечего. Обязательно изучите, что такое АТР. Нет ни одного успешного трейдера, кто не знает, что это такое. Без волатильности зарабатывать на рынке невозможно. Я лично, 15 лет практики у меня. Я перевидал огромное количество трейдеров. Я не знаю ни одного, кто бы успешно торговал и не знал бы, что такое волатильность. Нет ни одного. Ни одного. Ну вот, может быть, вы первым станете, но я сильно сомневаюсь. Поэтому вы должны узнать, что такое АТР. Без этого никак не получится у вас торговать. Непонятное дело, сделки по тренду, они всегда более выгодные. Там гораздо большее соотношение риска к прибыли. Но тренд при этом не должен быть затухающим. Если вы видите, например, что тренд уже затухает, как вот, например, вот здесь, обратите внимание. Вот здесь же тоже был бычий тренд. А после этого обратите внимание, какие резкие прострелы. Это фаза истощения называется. И после этого обратите внимание, какое количество времени рынок пробыл в пиле. То есть, если бы вы здесь заходили в пробой уровня, вы бы огромное количество времени пробыли бы в этой пиле. Поэтому важно знать стадии, собственно говоря, развития трендового движения. А это молодой тренд. Он так и должен развиваться. То есть рынок развивает трендовое движение, он только начинается, и в принципе происходит стадия завершения тренда. Вот здесь уже. Посмотрите вебинар про тренды, будете понимать этот процесс не хуже профессионалов.
Но, конечно, нужно понимать это. Без этого будет торговать уровни сложновато, признаюсь честно. Я понимаю, что у вас уже голова пухнет. Вы сюда пришли узнать четкую стратегию, как строить уровни, зарабатывать на этом. А я вам тут гружу уровни, АТР, тренды. Слушайте, может уже хватит? Ну, как бы, как бы нет. Помимо всего вышеперечисленного, для правильного входа, чтобы на этом зарабатывать, нужен еще сигнал. Я понимаю ваши эмоции, но по-другому не получится. Не заработаете по-другому, но вот только так это работает. Сигнал на вход — это определенная свечная модель, которая показывает, что инициатива перешла от одной стороны к другой, например, от покупателей к продавцам, и рынок готов двигаться дальше по тренду. Существует несколько свечных моделей, которые служат нам сигналом на вход. Первая свечная модель — это сужение расширения. Рынок рисует последовательное снижение свечек, то есть свечки становятся меньше с последующим движением. То есть рынок доходит до уровня, диапазон свечей сужается, происходит прострел в обратную сторону. В данном случае, понятное дело, здесь находится уровень. Происходит сужение с последующим рывком. Сужение расширения может выглядеть и таким макаром. То есть то же самое, только расширение происходит в серии свечей. Повышение объема и волатильности на этих свечах может быть менее значительным. V-образный разворот. Рынок доходит до уровня, резко простреливает за уровень и резко простреливает обратно. Оба прострела сопровождаются повышенным объемом. Вот примеры студентов. Показываю вам движение. Раз был отскок, два был отскок, три был отскок. Здесь сформировался уровень. Небольшой временной интервал. Рынок подходит к этому уровню. Плохо может быть видно. Появляется серия небольших свечей на подходе к уровню. С последующим импульсом вниз студент заходит в сделку. Стоп выставляется за вот эту верхушку. Сделка вывозит. Вот точка входа на продажу, выход и тут дальше выход. Сделка от уровня просто великолепно. Просто великолепно отработал. Следующее. Рынок находится в боковике. Доходит до верхней границы боковика. После этого рисует серию понижающихся свечей с последующим импульсом. Студент немножечко поздно заходит, мягко говоря. Вот здесь надо было заходить. Вот сигнал появления. Но я, насколько помню, он тогда не мог следить, что-то такое было. В общем, появление небольших свечей с последующим импульсом вниз. Помощник, честно говоря, схалтурил. Я говорю, принеси, пожалуйста, сделки студентов от уровня. Вот он нашел места, где от уровня. Ну, хотелось бы, конечно, вам покрасивее показать. Ну уж простите, реальный трейдинг, он именно такой. Пропустил сигнал, проморгал. Ну, классика, в общем. Главное, чтобы на этом заработал. А студент здесь заработал. Точка входа. И вот потом выходы. Сделка в продолжение. Рынок находится у уровня. После этого происходит серия сужающихся свечей. Вот у нас серия сужающихся свечей. С последующим импульсом наверх. Происходит импульс наверх. Здесь входит студент в покупку. И вот потом пошли дробные выходы. Сработал отлично, красавчик, молодец. Пятерка с плюсом за такую торговлю. Еще пример. Цена доходит до уровня. После этого происходит серия сужающихся свечей с последующим расторговкой вниз. То есть рынок начинает двигаться вниз. Точка входа в продажу. Вот пошли выходы. Далее рынок пробивает уровень. Вот пробой уровня. Сделка входит на пробой. Выходит раз выход, два выход, три выход. После этого рынок снова подходит к уровню. Начинает рисовать последовательное понижение свечей с последующим импульсом наверх. Вот точка входа. И вот пошли выходы. А вот пример неудачной сделки, если вы не знаете, что такое АТР. Несмотря на то, что здесь есть уровень, вот у нас есть уровень, рынок его пробивает, но из-за того, чтобы не был учтен АТР, потому что здесь к этому моменту рынок уже свой медвежий АТР преодолел. И, соответственно, входить здесь дальше на пробой вниз было ошибочно. Наоборот, надо было искать сделку на покупку. Ну и поэтому получил человек, соответственно, стоп. Потому что забыл про АТР. Ничего страшного, бывает. Вот еще один из примеров. Вот здесь есть уровень. Здесь, если видно, на фоне, вот у нас есть уровень. Вот, вот, вот. После этого рынок пробивает этот уровень, делает тест с обратной стороны. На тесте у нас появляется снижение свечей с последующим импульсом наверх. Вот снижение свечей с последующим импульсом наверх. Вот точка входа в покупку, вот выходы. Молодец, пятерка с плюсом. Теперь я надеюсь, вы понимаете, почему уровни у вас не получалось торговать. Почему они работают у кого угодно, но только не у вас.
И у меня была та же самая проблема. Я строил уровни, они работали на истории, у кого угодно работали, но только не у меня, потому что я не знал, что такое АТР. Я думаю, вебинар вы посмотрите, будете знать. Я не знал, что такое трендовое движение. То есть я знал, что есть тренды, но есть разные циклы тренда. Вы опять-таки посмотрите вебинар, будете понимать. И я торговал без сигнала. Все это в связке делает уровни рабочие. Но только в связке. Если вы что-то одно не будете учитывать, у вас не будет никакого результата, у вас не получится торговать. Вот такая вот штука. В прошлом, когда я к этому дошел, мне потребовалось несколько лет. И я вам это даю вот прямо сейчас. Вот, просто на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, пользуйтесь. Я очень надеюсь, что вы сейчас меня услышите и будете это использовать. Не будете совершать тех же самых ошибок и не потратите огромное количество времени на поиск, на нахождение. Поверьте, дело не в уровнях, не то, что уровни вы строите не там. Вы 100% уровни, как строить, знали и без меня, поэтому я саму технику построения уровней не так особо разжевал вам сегодня. Потому что я знаю, что уровни вы и без меня, без моих соплей строите. Просто вы не знаете ни что такое АТР, не понимаете трендовые структуры, не понимаете, как торговать, не ищите сигнал, и поэтому уровни у вас не работают. Просто начнете это использовать, уровни у вас начнут работать, и я вам это гарантирую. Просто делайте так, как я говорю, у вас будут результаты. По-другому не получится у вас, к сожалению. Что я еще вам порекомендую, так это пройти мое обучение. В нем уже есть вся информация. Поверьте, вот мы сегодня говорили про уровни, про АТР, про, собственно говоря, сигнал. Это настолько простая информация, что она передается, по сути дела, в первых лекциях. Понимаете, вот уровень насыщенности того обучения, которое я вам предлагаю. То, что мы сегодня проходим, это очень просто на самом деле. Мне бы очень хотелось, чтобы вы не тратили время своей жизни на самообучение. К сожалению, самообучиться невозможно на рынке. Я не знаю ни одного успешного трейдера, который бы зарабатывал деньги и при этом был бы самоучкой. Не бывает таких. И у вас точно так же не получится обучиться по вебинарам, по ютубу. Это в принципе невозможно. Никому из вас в голову не приходит обучиться вождению по роликам на ютубе. Но кому из вас это придет в голову? Да никому, потому что вы понимаете стоимость ошибки. Так из чего вы думаете, что на рынке у вас получится заниматься самообучением? Ведь стоимость ошибки здесь куда больше, чем стоимость автомобиля. Люди дома теряют, квартиры проигрывают, понимаете? Даже не особо понимая, что они делают. Не зная, как торговать на бирже, не зная, что такое риск-менеджмент, мани-менеджмент, заработать невозможно. И самое главное, все должно идти в комплексе. У вас не получится один вебинар посмотреть, другой, третий, четвертый, у вас каша в голове. Все должно идти последовательно, шаг за шагом, шаг за шагом. Моя программа обучения передает вам полностью последовательно, полный алгоритм, что вам нужно делать. Шаг за шагом. Делай первое, второе, третье, четвертое. Если вы будете делать то, что я говорю, если вы будете меня слушать, у вас не будет никакого варианта, чтобы это не получилось. У вас в любом случае получится. Это просто вопрос банально времени, когда у вас это получится, и вашего опыта. Просто делайте так, как я вам говорю. На все находится ссылка в описании, получаете лучшее образование на текущий момент по финансовым рынкам. Мы работаем уже 7 лет мы обучаем, сам я квал-инвестор, у меня 15 лет практики, имею соответствующие регалии, там, аттестат Центрального банка, я с самого начала стал это говорить, но это не основное. Основное то, что мы работаем 7 лет, я не скрываюсь в Дубаях, понимаете, это уже само по себе является фактом того, что это не какой-то скам, что это не какой-то там скам-проект или что-то в этом духе. Я не прячусь, я показываю свое лицо. Публично уже известно, где я даже живу, понимаете. Нет кучи уголовных дел, и это явно доказывает, что это все работает, и то, что нет желающих открутить мне голову, посадить и так далее, потому что я продал какую-то пустышку. Мы таким не занимаемся, мы занимаемся качественным образованием. С помощью нашей программы обучения вы, во-первых, разработаете свою собственную торговую систему. Во-вторых, будете понимать рынок, как он есть на самом деле. В-третьих, научитесь на рынке зарабатывать. Будете зарабатывать так же, как я, так же, как мои действующие студенты. Вы тоже сможете зарабатывать здесь. Нет ничего сложного, это тренируемый навык. Каждый из вас, буквально каждый, может это сделать. Это очень просто. У меня же получилось, у студентов получается. Но почему вы думаете, что у вас не получится? У вас не будет никаких вариантов. Просто делайте то, что я говорю. У вас не будет никаких вариантов, чтобы это не получилось. У вас получится. Ссылка на все находится в описании. Я желаю вам удачи, счастья, благополучия. Зарабатывайте. Счастливо.